Вітаю, дорогі друзі! Сьогодні готую млинці на кефірі. Виходять вони пухкенькі, товстенькі, дуже смачні. Гадаю, до масляної це буде найкращий рецепт. Перед вами все те продукты, которые понадобятся, а точное их количество, как всегда, укажу в рецепте. Найдете его под видео в описании. Тесто готовится на кефире и воде. Пропорция 1 к 1. Кефир должен быть комнатной температуры, а вода теплая. Немножко ее подогрейте, но ни в коем случае не горячий, не кипяток. Яйца надо разделить на белки и желтки. Но не подумайте, что тесто готовится сложно и долго. На самом деле все просто, а получается очень вкусно. В первую очередь к белкам добавляю щепотку соли и взбиваю сразу на невысокой скорости. Просто взбиваю белки до однородности, тем более соль их разъедает. Когда они немного запенились, скорость увеличиваю до 4 из 5 возможных и взбиваю до устойчивой и плотной пены. Вот такие должны получиться белки. Пышные, воздушные. После венчика остается выраженный рисунок, рельеф, но так как они взбиваются без сахара, то не будут гладкими и глянцевыми. Отставляю их пока в сторону, понадобятся немного позже. Не в холодильник, а просто на столе. В ту миску, в которой буду взбивать тесто, выливаю 3 желтка, высыпаю оставшуюся соль, весь сахар по рецепту и взбиваю также сразу на невысокой скорости, пока соединятся продукты. Теперь увеличиваю и взбиваю до посветления и легкой пышности. Ну вот так вот и достаточно. Кефир соединяю с водой. Он у меня жирностью 3,2%. Можно взять 2,5%, но не берите обезжиренный. Он кислый, блинчики тоже получатся кислыми. По чуть-чуть добавляю и продолжаю взбивать. Вернее, перемешивать на самой низкой скорости миксера. Сахар должен полностью раствориться, но выливаю не больше половины. Так, к муке я ее предварительно просеяла. Высыпаю соду. Тоже просеиваю, чтобы разбить комочки, если они есть. И перемешиваю. Соду предварительно гасить не надо. Здесь ее немного. И ее силы должно хватить для того, чтобы она, пока пожарятся блинчики, хорошо их поднимала. А в кислой среде она и так погасится, и в блинчиках не почувствуете ни запаха, ни вкуса. Высыпаю сразу всю. И снова на самой низкой скорости замешиваю тесто до однородности, пока полностью разойдется мука и не останутся ее комочки. Если чувствуете, что тесто густое, плохо вымешивается, добавьте немного кефира с водой, но не месите долго. До однородности и достаточно. Не забывайте зачищать миску. И когда мука уже хорошо вымесилась, добавляю оставшийся кефир порциями. Каждую вымешиваю до полного соединения с тестом. Видите, сода уже работает, тесто пузырится. Выливаю сюда растительное масло 3 столовые ложки и перемешиваю до его полного соединения с тестом. Оно не должно плавать сверху. Обратите внимание, какое получается тесто. Оно хоть и пузырится, но не пышное. Просто густоватое, однородное, нет комочков муки. И в последнюю очередь добавляю белки. Они остаются такими же плотненькими, на донышке не оседают. Добавляю сразу 1/3 часть. Смотрите, какие они стоячие. Возьмите густой венчик или какой у вас есть, но не лопаткой. Венчиком будет быстрее. Первую порцию не до полной однородности, просто немного ее разбиваю. Посмотрите, какое с белками получится тесто. Белки разойдутся, полностью соединятся с тестом, но оно получится пышным, пышным, воздушным, совсем не таким, каким было до их добавления. Выкладываю оставшиеся и снова перемешиваю. Вот такое получается тесто, посмотрите. Очень напоминает бисквит по своей пышности.
Все, белки будто бы полностью разошлись. Проверяю черпачком, поднимаю все с донышка. Если перемешивая видите, что на нем еще остаются большие комочки белков, продолжайте перемешивать венчиком. Только не интенсивно, а аккуратно. Все, тесто полностью готово, можно печь блины. Выстаиваться ему не надо. Это не то тесто, которое должно стоять и созревать. Разогреваю сковородку, и перед каждым блинчиком ее надо смазывать растительным маслом. Только не кисточкой, а лучше вот так вот бумажным полотенцем, чтобы донышко смазывалось полностью и равномерно. Тогда блинчики получатся одинаковой колеровки, не будет белых и пустых пятен. Наливаю в самую середину и небыстрыми движениями поворачиваю сковородку, разливаю до краешка. Старайтесь, чтобы тесто на бока сковородки не зализывалось, иначе будет подгорать. Блинчики толстые, пропекаются долго, краешки могут подгореть. Не спешите переворачивать, пока тесто сверху блестит. Это значит, оно еще не полностью пропеклось и, возможно, осядет. Переворачиваю лопаткой, немножко поддеваю блинчик. С другой стороны их надо только чуть-чуть подколеровать. Блинчик уже пропекся. Снимаю на руку и перекладываю на блюдо. Смазываю сковородку, не снимая с огня. Так она еще немного подогревается, и блинчик получится более пористый. Главное настроить огонь, чтобы они не подгорали, но и хорошо пузырились. На маленьком огне этот процесс проходит дольше, и они получаются не такие пористые. Количество теста регулируйте сами. Я наливаю большим черпачком, и они получаются толстенькие. Можно сделать тонкие, но такие вкуснее. И можно переворачивать. Перед каждым блинчиком тесто не перемешивайте. Иначе сода быстро потеряет свою силу, не осаживайте его. Я уже спекла половину блинчиков и только сейчас первый раз перемешала тесто. Ведет оно себя так же. Блинчики пористые, пышные. Видите, где блинчик получился потолще, там и подпекается дольше. Здесь уже готов, даже немножко запекается. Поэтому разливать надо более равномерно. Из этой порции теста получается 10 штук. Вот такая вот стопочка. Пористые, эластичные. И по желанию можно вот с этой стороны, с пористой, пока они еще горячие, смазывать кусочком сливочного масла. Но добавляйте все по своему вкусу. И с этой стороны аппетитные, румяные. А подать их можно, как и другие. Со сметаной, вареньем, сгущенкой или медом. Блинчики получаются очень вкусные. Все в меру. И соль, и сахар. Приготовьте по рецепту, попробуйте, а потом решите, захотите вы что-то изменить или нет. Вот такие они получаются толстенькие, но не переламываются, эластичные, несмотря на то, что тесто не заварное. Вкусные, не сухие, внутри влажные. На следующий день они сохраняют свою свежесть, если останутся. Только накройте их пищевой пленкой или упакуйте в пакет. По желанию их можно разогреть в микроволновке или, если вы любите, на сливочном масле обжарить на сковородке. Сложить вчетверо и обжарить. Готуйте з удовольствием і приємного вам апетита! А якщо вам подобаються мої рецепти, діліться ними з друзями, підписуйтесь на канал, залишайте коментарі. Щиро дякую за вподобайки і окремо постійним спонсорам мого каналу і тим, хто пригостив мене кавою, за підтримку та допомогу. Мені дуже приємно, що ви так цінуєте мій труд. І як завжди бажаю вам всього найкращого.